Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовим медовый торт «Коровка». Очень простой, вкусный и домашний. В его составе медовые коржи с добавлением какао и крем на основе сметаны и вареного сгущенного молока, который по вкусу и цвету очень напоминает конфеты «Коровка». Итак, давайте начнем готовить. Начну я с отвешивания сметаны для сметанного крема. Сметанный крем готовится с жирной сметаной, жирностью 30% и выше, а лучше даже взять 40% сметану. И сметана просто взбивается с сахаром. Но если такой сметаны нет, берем сметану с меньшим количеством жира и предварительно отвешиваем. Чем я сейчас и займусь. У меня 3 баночки по 380 грамм 15% сметаны. Я сметану выложу в творожный мешок. Это мешок для отвешивания творога. Если у вас такого нет, можно сложить марлю в 4 слоя, застелить этой марлей дуршлагом, выложить сметану на слои марли и затем собрать узелочком. Всю эту конструкцию подвешиваем и оставляем на несколько часов. Пока мы занимаемся коржами, из сметаны выйдет лишняя сыворотка, она станет более густой, плотной, и ее легко будет взбить с сахаром в крем. Для ускорения процесса на сметану сверху можно положить небольшой груз или вот таким образом руками просто слегка подавить. И попутно скажу, что лучше, конечно, взять сметану пожирнее. Оптимально, на мой взгляд, 20%. Итак, сметану подвешиваем, оставляем, занимаемся коржами. Для теста нам понадобится 150 грамм натурального меда, 150 грамм сахара, 3 куриных яйца среднего размера, 150 грамм сливочного масла либо маргарина, чайная ложка негашеной соды, а если вы будете использовать не натуральный мед, а искусственный, соду нужно предварительно погасить либо лимонным соком, либо уксусом, 600 грамм муки и 30 грамм какао-порошка. Всыпаем какао-порошок к муке, размешиваем, просеиваем. И попутно скажу, что муки вам может понадобиться чуть больше, либо чуть меньше. Куриные яйца взбиваем с сахаром. Сначала разбалтываем яйца венчиком, затем постепенно добавляем сахар. Очень сильно взбивать не нужно, так слегка. Сливочное масло растапливаем. И пока оставим на рабочем столе подостыть. Займемся медом. Мед перекладываем в глубокий ковшик, ставим на плиту, растапливаем и нагреваем до очень горячего. Оптимально до температуры 70 градусов. Главное, не нужно кипятить, просто разогревайте до очень горячего. Всыпаем негашеную соду и посмотрите, какая сейчас будет пена. Натуральный мед содержит кислоту, которая выступает в роли гасителя соды. Сода вступает в реакцию с кислотой, и в результате получается вот такая высокая красивая пена. И попутно хочу еще раз сказать, что если вы вместо натурального меда будете использовать искусственный, то соду нужно предварительно погасить либо лимонным соком, либо уксусом. Вот посмотрите, какая красота. И у нас все подготовлено. Начинаем замешивать тесто. В сахарно-яичную смесь вливаем растопленное сливочное масло, размешиваем. Постепенно добавляем медовую пенку. А затем вмешиваем муку с какао. Ничего не ждем, пока смесь полностью остынет. Вмешиваем муку прямо в теплую медовую смесь. Сначала замешиваем ложкой, просто размешиваем. Постепенно она начнет густеть, а когда ложка будет с трудом проворачиваться, ей уже будет замешивать неудобно, перейдем на рабочую поверхность.
Просеиваем всю оставшуюся муку. Сверху выкладываем тесто. Тесто будет теплым, приятным, не обжигающим. И уже на рабочем столе добиваемся желаемой консистенции. Нам нужно замесить мягкое, подвижное тесто. Очень интенсивно тесто месить не нужно. Вот таким образом его складываем и такими складывающими движениями вмешиваем тесто в муку с какао. Если вдруг подготовленной муки с какао будет недостаточно, можно будет в тесто вмесить еще немножко муки. Но не старайтесь, чтобы тесто у вас получилось абсолютно гладким и не липким. Небольшая липкость вполне может оставаться. А если в тесто вмесить много муки, забить его мукой, то коржи в результате могут получиться плотными и жесткими. А нам нужны мягкие. Посмотрите, какое в результате у меня получилось мягкое липковатое тесто. Если положить его на одну руку, то он начинает стекать, сползать с руки. Вот такое тесто называют подвижным. Тесто подкатываем, делим в зависимости от желаемого количества коржей. Я поделила на 8 частей, но в результате коржей у меня получилось 13 диаметром 20 сантиметров. Но это лично мой выбор. Я люблю тонкие коржи, люблю их покатать. Но если вы другого мнения, вы можете разделить тесто, скажем, на 6 частей и из каждой части раскатать один корж. То есть всего их будет 6, ну может быть 8. Это будет вполне достаточно. Каждый кусочек теста подкатываем. Никуда его не убираем, не нужно убирать тесто в холодильник. Просто складываем на тарелку, накрываем, чтобы тесто не обветривалось. И сразу же начинаем катать коржи. Раскатывать коржи я буду на листе бумаги для выпечки. В первую очередь, потому что это удобно. Их легко переносить, они не деформируются и легко раскатывать. Лист бумаги можно будет использовать несколько раз. И раскатываем до желаемой толщины, в круг желаемого размера. Я раскатывала скалкой для мастики. К этой скалке тесто совершенно не прилипало, поэтому я совершенно не пользовалась мукой. Но можно раскатывать и обычной деревянной скалкой, любой. А если тесто при раскатке будет прилипать, можно скалку и тесто слегка подпылять мукой. Ничего страшного в этом нет. Я раскатывала коржи очень тонко, до толщины примерно 1-2 мм. Но повторюсь, что я просто любитель тонких коржей и не против покатать. Кстати говоря, тесто раскатывалось очень легко, практически совсем без усилий. При желании вы можете раскатывать чуть потолще. Из раскатанного теста вырезаем круг желаемого диаметра. У меня диаметр коржа 20 см, я его вырезала крышкой, что, на мой взгляд, очень удобно. Лишнее тесто собираем, убираем. Его можно будет потом опять раскатать. Корж густо накалываем вилкой и отправляем в разогретую до 160-180 градусов Цельсия духовку до готовности. Пока печется первый корж, раскатываем второй и так далее. Печется корж примерно 5-7 минут, и поскольку он темный, очень тяжело определить его готовность на глаз. Поэтому можно слегка надавить пальцем на центр коржа. Если палец не проваливается, корж готов. Для удобства можно засечь время, потраченное на выпечку первого коржа, и затем оставшиеся коржи печь ровно столько же времени. Достаем из духовки готовый корж, оставляем на рабочей поверхности на минутку, чтобы он был не обжигающе горячим. И вот таким образом очень легко, быстро и просто снимаем с бумаги для выпечки. Снятый корж перекладываем на ровную поверхность, дадим полностью остыть. Остывшие коржи можно складывать стопочкой. Горячие коржи складывать вместе очень не рекомендую, поскольку они могут склеиться. Поэтому сначала даем остыть, а затем уже складываем. Освободившийся лист используем для раскатки очередного коржа. Украшать торт мы будем крошкой. Для этого обрезки торта тонко раскатываем, выпекаем, дадим полностью остыть и разомнем в крошку. Крошка нам понадобится разного размера. Сверху будем выкладывать крупные кусочки, которые будут как бы пятнышки у коровы. Поэтому красивые крупные кусочки откладываем, а все остальное размалываем в очень мелкую крошку. Этой крошкой мы обсыпем борта торта. Всего из этого количества теста у меня получилось 13 коржей и крошка для обсыпки.
Коржи довольно тонкие, но если сравнивать с толщиной раскатки теста, видно, что коржи хорошо подошли. Итак, с коржами мы закончили. Вернемся к приготовлению крема. Пока я катала, выпекала коржи, сметана у меня успела отдать лишнюю сыворотку, она стала значительно гуще. В результате получилась вот такая красивая, плотная, жирная сметана. Напомню, что всего я брала 3 баночки по 380 грамм 15% сметаны. В результате у меня получилось 650 грамм вот такой красоты. Помимо сметаны нам понадобится банка вареной сгущенки с сахаром. Вес банки 380 грамм. Готовится крем предельно просто. Нам нужно просто размешать сгущенку и сметану. Размешиваем при помощи миксера, но очень аккуратно, чтобы крем не перебить. И попутно заметить, что вареная сгущенка, как правило, очень густая, поэтому банка должна быть не прямо из холодильника. Ее нужно предварительно достать и дать согреться до комнатной температуры. Вот такой в результате получается легкий, вкусный и красивый крем. Готовый крем обязательно попробуйте. Если решите, что крем недостаточно сладкий, добавьте в крем немного сахарной пудры. Я не добавляла. И нам останется только собрать торт. Собираем его, как всегда, горочкой, промазывая коржи кремом. У меня коржей много, и поэтому для того, чтобы не ошибиться с количеством крема на каждый корж, я сначала раскладываю на рабочей поверхности все коржи. На коржи раскладываю крем. Небольшое количество крема всегда оставляю. Количество примерно как на 1 корж. Этот крем понадобится для того, чтобы выровнять, промазать бока торта. И далее на тарелку для торта по очереди выкладываем коржи и промазываем их кремом. В общем, все как всегда. Выкладываем последний корж. Вот таким образом подравниваем торт. Промазываем корж кремом. Оставленным кремом выравниваем, промазываем бока торта. Сверху раскладываем крупные кусочки, чтобы получились пятнышки, как у коровы. Хотя мой сын сказал, что больше похоже на жирафа. Ну, пусть будет жираф. Всю оставшуюся крошку разминаем до очень мелкой. Этой крошкой просыпаем борта торта. Лишнюю крошку убираем, наводим чистоту. Торт оставляем на рабочем столе на час-полтора, чтобы коржи успели пропитаться. А затем торт убираем на несколько часов в холодильник. И можно всех звать к чаю. Торт получается очень вкусным. Коржи мягкими. Крем с приятной кислинкой сметаны и сладкой ирисковостью вареной сгущенки. На мой взгляд, крем очень похож по вкусу на конфеты коровка. Итак, наш торт готов. Мне остается традиционно пожелать приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вас удивит и порадует. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. И всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.